Всем привет, дорогие друзья! Поздравляю вас всех с Новым годом, чтобы ваши желания всегда сбывались. Ну и, конечно, чтобы все были здоровы, ваши близкие, родные в наше нелегкое время. Ну а я хочу вам сегодня показать, что я получила с сайта AliExpress. Немного бусин и фурнитуры. Начну с бусин. Это, как написано у продавца, рутиловый кварц. Мне понравилась форма. Такая ромбовидная, 8 на 10 миллиметров. Так как я уже покупала такие бусины круглые, граненые, и я решила такую форму взять. Посмотрите, какая форма красивая. И теперь у меня какое будет украшение интересное. С двумя ниточками разных, да, форм бусин. Очень понравились мне бусины, конечно. У меня есть сомнения, что это натуральный камень, так как он выглядит совсем по-другому. Но ничего, мне нравятся такие камушки. Они недорогие и выглядят красиво. В украшении, я думаю, будет очень здорово смотреться. Вот такие бусинки я выбрала 10 миллиметров, так как я уже 8 покупала. У меня есть бублик в таком цвете. И теперь у меня достаточно насобиралось бусин разных по диаметру. И еще одни есть интересные. Я буду, наверное, обшивать этот кулончик. И будем делать вместе. Дальше идут вот такие зеленые бусины. Написано, что камень, какой не написано. Ну вот тоже похоже на волосатик, да? Но это не так, конечно. 8 миллиметров я выбрала, и мне понравился такой цвет. Нежный, салатовый такой цвет. Бусины есть и прозрачные, а есть и нет. Но бусины вполне достойные для украшения. Посмотрите, какие интересные. Здесь, конечно, ниточка внутри идет зеленая. Когда ее убираем, бусины всегда становятся побледнее. Здесь 8 миллиметров и написано, что 46 бусин в нитке. Но я посчитала 48 бусин. Я посчитала не только эти бусины, все. Спасибо большое, что добавляют несколько бусин в подарок. Дальше идут бусинки вот такие оранжево-желтые. Мне тоже цвет понравился. Это 10 миллиметров. Мне нужен был такой цвет для одного украшения. Собираю тоже. Когда не достает что-то, я по цвету всегда стараюсь подобрать что-то новенькое. Тоже здесь написано, что 36 бусин, но здесь 38. Больше кладут. Дальше это идет бусинки обсидиан. Так как 10 я уже покупала, я выбрала 8. Я пересмотрела все бусинки. Конечно, здесь есть совсем черные бусинки, несколько, которые просто черные. Нет иризации, но а так в основном все бусинки с переливом идут, с иризацией. Вот видно вам, да? Несколько бусин, 3 или 4 бусины, которые совсем черные. Так как у меня уже, я сказала, 10 миллиметров есть, поэтому я взяла 8 миллиметров, чтобы сделать уже полноценное украшение. Здесь на ниточке 46 бусин, как пишет продавец.
8 миллиметров. Здесь 47 бусин я посчитала. Вот. С бусинками все. И я покажу, что еще в этом магазине я выбрала. Вот такие серьги. Сейчас я открою. В этом магазине не только бусины, но есть и готовые украшения, и много интересных вариантов. И замочки, и серьги есть. Выбрала вот такие сережки, были в разных цветах. Это раковина, подвеска, видно, да? Мне очень понравилось качество. Заглушка есть. Очень такой материал твердый. Не согнуть, это, наверное, металл все. Качество хорошее, мне понравились очень. Здесь идет эмаль, скорее всего. И выбрала такой цвет, так как у меня есть кулончик из ракушки, форма ракушки в таком цвете. И можно потом к этому украшению вот такие носить серьги. Очень красивые сережечки. Такие миленькие. И цвет такой нежный. Очень понравились. Дальше покажу бусинки проставочные. Там идет в комплекте 3 такие бусинки. Черного цвета выбрала. Такая волнообразная форма. И мелкие-мелкие, как написано, кубический цирконий у продавца. Красивые. Мне понравилось то, что здесь внутри нет никаких перегородок. Просто идет отверстие. И они маленькие. Сейчас я еще бусинку возьму. Очень красиво будут смотреться между бусин. Конечно, 3 штучки мало. Можно было 2 комплекта брать, чтобы... Ну, можно 2 поставить на украшение где-нибудь. Или я еще закажу такие 3. И потом уже можно ставить на украшение 6 бусин таких. Это бусины 7 миллиметров. Малюсенькие такие, но красивые. И цвета были, конечно, разные. Переливаются. Я черную фурнитуру немного подкупила, так как ее не так уж и много. Так что собираю опять черную фурнитуру, так как много израсходовала уже. Это застежка, сейчас раскрою. Вот такая красивая. Она вся в мелких фианитиках или кубический цирконий. Размер 25 на 13 миллиметров. Очень красивая застежка, конечно. Размер хороший. Здесь есть петелька, к которой можно прикрепить бусинки. Но я этим колечком не пользуюсь. Я всегда ставлю другое кольцо, за которое цепляться. Не знаю почему. Мне кажется, вот эта петелька очень тоненькая. Ну и здесь тогда нужны бусинки не тяжелые, если делать. Ну и такую застежку такую жалко ставить на шею. Хочется ее поставить где-нибудь впереди. Она очень красивая. Здесь тоже вот идет петелька. И тоже она вся в фианитиках. Написано, что это фианит у продавца. Есть другие цвета. Но понравилась она мне очень. У меня такой не было. Конечно, формы разные покупала я раньше. Но такого я не покупала. Красивый. Это коннекторы.
Вот такие тоненькие. Здесь, посмотрите, есть 3 отверстия, ну, где можно поставить на трехрядное украшение. Но тогда должны быть бусинки маленькие. Диаметром, наверное, 6 миллиметров, я так думаю. Или можно сюда даже поставить. Здесь много отверстий. Можно вот посерединке 2 отверстия побольше есть. Можно прикрепить двухрядное украшение. Они тоненькие и усыпаны с 2 сторон фианитами. Вот по кругу идут фианиты по кругу. И вот если делать украшения, можно соединить этими коннекторами несколько рядов. Так как я планировала сделать что-то подобное, поэтому я их и взяла. Они мне нужны были. Размер 7 миллиметров на 18. Хорошенькие, понравились мне они. Так, дальше еще коннекторы. Такие коннекторы я уже покупала и в золоте, и в серебре. Но вот в черном металле у меня не было, так как планировала делать с черной фурнитурой, и я их прикупила. Они, по-моему, идут поштучно. Не в комплекте. 1 штучка идет. 7 на 10 миллиметров. Здесь много отверстий. Здесь можно двухрядное прикрепить украшение. И даже вот здесь есть 3 отверстия маленькие. Видно, да? Белые стразы идут, как цветочек. Очень красивые. Я такие, по-моему, где-то уже ставила в каком-то украшении. Уже не помню. Вот такие красивые. Четыре штучки как раз хватит на одно украшение мне, как я и планировала. Дальше это швензы. Такие швензы я в золоте покупала, в серебре, а вот черных у меня не было. Очень красивые. Здесь идут кубический цирконий, как написано у продавца, и здесь несколько цветов. Желтый, под аметист и розовый, по-моему, розовый, да. И здесь маленький-маленький цирконий. Очень красивые, в черном цвете. Выглядят они еще лучше. Застежка хорошо работает. Ну и размер хороший. Здесь есть петелька, куда можно крепить. Очень красивые. Нравятся мне такие швензы. Богато очень выглядят. И можно, конечно, аметистовые бусины сюда подвесить, потому что цвет хорошо с аметистом будет сочетаться. Посмотрите, как переливаются. Хорошенькие швензы. Так, еще я покажу цепочку. Вот такую мелкую цепочку я выбрала. Это из нержавеющей стали. Идет 2 метра в комплекте. 2 миллиметра звено. Так как я хотела делать украшения с черной фурнитурой, и я планировала сделать
кисточку и проставлять еще цепочкой в кисточку. Я попробовала в звено поставить пин. Хорошо проходит в звено, на пин садится. И теперь я хочу сделать такую кисточку. Шапочка у меня есть черного цвета, красивая. Несколько таких набрать на пин цепочек. Можно внизу подвесить какие-нибудь бусинки мелкие, красивые, да, и цепочка будет свисать. Хорошая цепь, конечно, цвета были разные, не только черная. Это магазин хороший, из нержавеющей стали. Надеюсь, она не позеленеет. Бывает, металл черный становится зеленого цвета. Один раз у меня что-то позеленело. Была цепочка такая, не очень хорошего качества. Но на это я рассчитываю, что она в таком и останется цвете, так как это нержавеющая сталь. И последнее покажу тоже застежки. Я выбрала несколько вариантов, так как планировалось у меня украшение. Здесь, посмотрите, 5 петелек. Это можно поставить 5 рядов. Здесь уже есть карабинчик и удлиняющая цепочка. Карабинчик маленький, мне не очень нравится такой карабинчик. Конечно, я поставлю свой карабин. Удлиняющая цепь. Хорошее качество. Не знаю, как оно будет желтеть или чернеть, я не знаю. Первый раз такие покупаю. Здесь все усыпано фианитами. Взяла на 5 выводов и на 3. Сзади, конечно, нет фианитов, только вот спереди их ставить надо. И в золоте взяла. В золоте я взяла только на 3 вывода. Трехрядное украшение будет. Жду коннекторы тоже в таком стиле. Палочки. Но палочки у меня там большие. Не на 3 вывода, а больше. Ну, посмотрим. Посмотрим, когда придут. Понравились мне и коннекторы. Будет украшение. Вместе будем делать. Вся фурнитура мне понравилась. Черная. Нет никакого брака. Хорошо застегивается. И бусины все понравились. Ну а если вам что-то понравилось, я оставлю все ссылки под видео. Зайдите, посмотрите. Интересный магазин. У него недорогие бусинки. Вот эти все. Ну а если вам понравилось, напишите мне комментарий. Мне интересно, что вам понравилось. Будем общаться с вами. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.